Верблюд шел третий день. У него в корзине на горбу лежал человек. Он мотался, как тряпка. Почти безжизненное тело давно уже не понимало, где находится и что происходит вокруг. Сахара, я вам скажу, это не шутки. Изнывающий от солнца песок и ветер, несущий пыль и жару, а по ночам обжигающий холод. В корзинах, притороченных по бокам, был ценный груз: приправы, красители, изделия из серебра и золота. Короче говоря, большие ценности и возможность разбогатеть. Поэтому человек взял побольше груза и поменьше воды и пищи. Да вот просчитался. Оазис, сотни лет расположенный на пути, исчез. Его просто засыпало хамсином, особенно сильным и долгим. И сопротивлявшийся пустыне островок исчез. И вот эта ошибка грозила смертью человеку и верблюду, если только особые чувства, развитые у этих животных, не выводило их на другой оазис, пока они еще живы. Понимая это, корабль пустыни шел без остановок, выкладывая в последнюю надежду оставшиеся силы. А вот человек на спине уже и не имел этих сил. Ему мерещились прекрасные сады, оазисы, водопады с зелеными кустами. Поэтому, когда он открыл глаза и увидел прямо напротив себя всю эту картину во всей красе, то не поверил. Ему казалось, что он видит угасающим сознанием продолжение своего сна. «Конец близок», – подумал он и опять закрыл глаза. Но верблюд явно пил воду. Человек вскочил на ноги и увидел журчащий ручеек и кусты вокруг. Горбатый друг опять в который раз спас его жизнь. Человек напился и снял корзины с верблюда. Он прижал к себе его голову и вознес молитвы за это существо и за всех, кто идет его дорогой. Но тут его внимание привлекло движение справа, немного впереди по течению. Там стояли кот с собакой и испуганно смотрели на вновь прибывших. «Господи!» – сказал человек, – «откуда же вы тут взялись?» И он, вынув остатки скудного обеда, положил их на изумрудно-зеленую траву. Когда кот и собака насытились, то повели человека чуть дальше, за маленький холмик. Там он нашел тех, кому повезло меньше. Караван из нескольких верблюдов не дошел совсем немного до оазиса. Жадность погубила всех. Слишком много товаров и слишком мало воды. В живых остались только кот и собака. Как они выжили, самому Богу только известно. Человек развел огонь, наловил рыбы и устроил пир для своих новых товарищей. А ночью ему приснился сон. Огромная туча песка надвигалась на маленький оазис, и он уходил в попыхах. А из-за кустов вслед ему смотрели обреченными глазами кот и собака. Человек вскочил и посмотрел на восток. Там крутилось большое облако. Оно увеличилось каждую минуту. Он посмотрел на верблюда, на свое богатство, а потом на кота и собаку. Они осторожно жались в стороне, понимая, что вскоре он уйдет, и они останутся одни. Потом он подошел к корзинам и начал выбрасывать драгоценное содержимое. Наполнив бурдюки водой, он позвал собаку и кота. Те радостно и недоверчиво бросились к нему. Тогда он их посадил в корзины и, накрыв легкой сетчатой материей, сел на своего давнего товарища. Пора было отправляться в путь. Время не ждет. Время не ждет никого. Оно безжалостно. Но иногда оно дает нам выбор – остаться людьми или перестать быть им. Человек опять мотался на верблюжьей спине. Но теперь не как тряпка. Он пел свою пустынную песню. Он благодарил Бога за то, что Он дал ему
правильный урок за то, что позволил ему спасти 2 души и искупить свои грехи. Человек остался человеком. А Хамзин завывал, надвигаясь на оазис. Он ревел и резал все песком. Но до человека, верблюда и собак с котом ему было не добраться. Они были уже далеко.